Как включается, выключается, вилку наладить можно самому, только знать смысл этого события, допустим. Вот включение. Вот она уже включена у меня. Сейчас отключаю, видите, подключаю. Включил, подтянулась, отключил, все. Когда она включил, подтянулась, она вот на этот заезжает и надавливает на него кончик. Усилие небольшое надо. И вилка отключается у нас. Когда отключаем, она сходит с этого кончика, не давит на него. И вилка включается, вот и все. Ну, замена, вот я как налаживал свой. У меня невозможно было выставить натяжение длины. Вот длину выставить. Пришлось новую купить вот эту. Почему не смог выставить? Потому что там фиксация есть. Вот я сейчас включу ее. Вот. Выстави, когда длину болтиками там затягивается. Вот отсюда болтики и отсюда. Один у меня болтик стоял, и то на клею эпоксидном. И вот подтянуть я так, чтобы взял да подтянул, не смог. Вынужден был купить вот это новенький и установить вместо того, что стоял. Все остальные вот эти штуковины, все заводские остались. Самое основное длину вот эту, видите, когда выставляете, чтобы оболочка вот эта хода не имела никакого, не шевелилась. Ее подтянуть так надо, чтобы она... Это идеальное состояние. Ну, как бы вы идеально не сделали. Вот я как бы идеально думал, сделал. Ход остался. Поглядим, вот ход остался или нет. Видите, ход остался немножко. А было натянуто так. А здесь тоже есть. Видите, свободно. Все равно надо, когда вот потом болтами будете устанавливать нужную эту длину, болты надо подтянуть и подождать. Она, видать, там немножко слабнет металл. Вот. Опять бы подтянуть. И тогда вот, ну, менять я уже не стал. Тоже после. Я как бы дважды подождал, но надо было на минут 5, наверное, подождать. И все было бы идеально.